Как вы оказались в Египте? Где вы жили до этого? Вот поподробнее, пожалуйста. Как я оказался в Египте? Ну, для начала давайте вернемся в наш сегодняшний день. Мы находимся сейчас в моей шахматной академии, которую мы открыли в 2024 году в городе Хургада. А началось все, это как, знаете, как в «Капитане Немо», да? Мгм. Профессор Аронакс рассказывает, с чего все началось. Началось все с моего приезда в Египет в 2015 году. Мы с супругой, с маленьким ребенком приехали сюда. Нам понравилась эта страна. В принципе, кое-что, многое мы о ней знали, но многое и не знали. Вот, приехали сюда, пожили здесь 4 года. Здесь я начал свою тренерскую карьеру, которая длится уже 10 лет. Вот. И потом переехали в Анталию. Мгм. Вот. Через энное количество времени вернулись сюда вот в этом году. Причин много. Во-первых, миграционная политика Турции изменилась. Невозможно получение ВНЖ. В принципе, Турция во всем устраивала, кроме миграционной политики и цен, которые растут, наверное, быстрее, чем волосы. Или быстрее, чем что угодно, наверное. Вот, инфляция дикая. И вот эти вот две вещи сподвигли нас уехать из Турции, хотя мы там уже жили достаточно долго, почти полных 5 лет. Вот. И пожили за это время в Азербайджане, в Баку, в Батуми в Грузии, ну и вернулись сюда. Мгм. А вот на ваш взгляд, почему Турция так сделала? Ну, вы знаете, трудно оценивать поступки людей, если у них вместо головы жопа. Это откровенно могу сказать, потому что ничем иным больше это объяснить невозможно. То есть получается, что в Турции идет грандиозное строительство, Мгм. огромное строительство, просто строительный бум. Вот, а покупать жилье просто некому. Поэтому есть две причины, потому что большинство жилья, как вы знаете, строится бюджетное, то есть оно ниже планки, поставленной турецким правительством. То есть турецкое правительство поставило планку 200 тысяч долларов. Соответственно, когда я приехал, туда было 50, затем при мне сделали 75. Но это логично. Повысили на 25 тысяч. Но через 6 месяцев повысили до 200. Вот это уже никто не может объяснить. Вот. Я понимаю, таким образом турецкое правительство решило отсеять так называемых нищебродов и сделать Турцию для богатых людей. Но вопрос, если вы хотите сделать Турцию для богатых людей, так приведите ее в порядок, чтобы она соответствовала богатым людям. А все ведь осталось по-прежнему, только увеличились цены. Соответственно, иностранцы, которые покупали жилье ниже 200 тысяч покупать жилье не имеет никакого смысла, что тебе ВНЖ не дадут, и многие районы закрыты. А покупать квартиры больше, чем 200 тысяч, Турция не тянет на это. Поэтому в Турции сейчас коллапс. Жилья полно, оно очень дешевое, кстати. Сейчас можно поехать в Анталию и купить квартиру за 50 тысяч долларов. Шикарно, в Хургаде вы такую не найдете. Но вопрос, а что вы с этой квартирой будете делать? Ничего. И еще добавлено у них там, вот в Египте, например, вы приезжаете, можете, это касается российских граждан, да? Всех остальных это не касается. То есть приехали, купили визу, плюс вам ставят штамп на 2 месяца. В Турции не так. В Турции вы приехали без визы, 2 месяца живете, вы должны сделать выезд, снова заезд, и живете 1 месяц, а потом выезд на 3 месяца. Получается, если жить в Турции, в квартире ниже 200 тысяч, то можно летать 6 раз в год. А с семьей это дорого. Так что все просто. Мгм. В Баку мы жили, мне понравилось. Мое детство прошло в этом городе. Вот. Единственное, что, да, много плюсов, очень много. Русскоязычные комьюнити, театры на русском языке, там комеди-клабы всякие, там они называются комеди-базары, да? Хотя я небольшой поклонник этой организации под названием Comedy Club, особенно после того, что они делают с советскими фильмами. Я их называю киношные извращенцы. Бездарности, да, но, тем не менее, развлекает людей вот в Баку. Там, слава богу, до этого не додумались еще, там нормальные ребята, шутят,
Вот, театры, кукольные, драматические, балеты, все это на русском языке. Школ много русских, то есть в Баку хорошо. Но как бы моей жене тогда не понравилось что-то, мы уехали, надеялись, что останемся в Турции, но потом все переигралось. Вот. Ну, поскольку у меня здесь дело находится в Хургаде, дело большое, его надо заканчивать, то есть развивать, заканчивать, поэтому решили переехать сюда. Плюс в Египте люди при переезде в другие страны люди должны учитывать много вещей. Во-первых, надо знать историю страны. Это первое. Хотя бы удосужиться почитать историю этой страны. Потом, что нужно сделать? Нужно просто приехать, посмотреть на ее законодательство. Ну и на политическую конъюнктуру на сегодняшний день. Потому что сейчас мир перевернулся с ног на голову. И сейчас есть 2 лагеря, а даже может быть и 3, а может быть в будущем и 4. Это долгий разговор, я не буду на нем останавливаться. Но теперь есть дружественные страны. Ну, например, для меня, как гражданина Российской Федерации, да, я являюсь еще гражданином Туркменистана. Вот. Туркменистан нейтральная страна. То есть, а для гражданина Российской Федерации то есть дружественные страны и недружественные страны. То есть Египет является дружественной страной. Поэтому жить в Египте вполне нормально. Плюс политическая конъюнктура. То есть страна стабильная. Нет никакой демократии. Вернее, дермократии. Потому что демократии на самом деле нет. Есть дермократия. Что такое дермократия? Это когда у народа есть иллюзия, что они что-то решают. И им там дают типа что-то ходить, кричать, там, хотя все равно все решено за них. Вот. И когда меняются руководители, меняется курс. Это плохо. Я сторонник монархии, чтобы было все четко, стабильно и на долгие годы. Египет – та страна, которая мне нужна в этом плане. То есть здесь налоговая система, она находится как в России в начале 90-х. Хочешь пойти налоги заплатить, тебе говорят, и отстань, не до тебя, приходи потом. Вы представляете себе такое в России? Нет. В России вам наоборот, возьмут налоги даже во сне. Константин, а какие еще такие существенные плюсы? Ну вот визовый режим более-менее здесь, да, визаран нужно делать раз в год. В принципе, это не накладно, это тоже плюс. Погодные условия очень хорошие, то есть не надо заморачиваться на одежде. Не надо покупать ботинки, там, куртки всякие и так далее, этого не нужно. Фрукты круглый год, это по очень доступной цене. В целом еда здесь дешевая, продукты дешевые. Почему? Потому что очень дешевая рабочая сила и аренда. Но аренда там, где производится эта еда. А производится эта еда в не фешенебельных районах, поэтому там аренда дешевая. А уже сейчас, но постепенно Хургада все-таки становится дорогим городом. Постепенно. Да, по отношению к Турции она просто мега дешевая. Но в плане аренды на жилье в Хургаде и в плане аренды на квартиры и, и в плане покупки квартир Хургада уже переплюнула Анталию. То есть, если взять бюджетное жилье, если взять элитное жилье, еще нет. Но до этого, я думаю, дойдет. То есть, получается, цены у нас так ощутимо... Они выросли, они будут расти. Будут расти, да? Конечно. Почему? Есть спрос. Спрос рождает предложение. Это капитализм. А получается, люди, которые с Турции, Во многом турки помогли. то есть, да, те, которые были в Турции, сюда прилетели? Не только. Черногория, то же самое. Черногория. Да, очень многие. Потому что Черногория тоже гоняет по... Черногория, Турция, отчасти даже Грузия, потому что Грузия не всех себе пускает сейчас. Тоже очень много ограничений есть. То есть сейчас, понимаете, очень многие люди думают, что политика, многие говорят так, да что мне эта политика, я ничего не хочу ничего знать, да пофиг мне все. Нет, политика в вашем доме. Поэтому она в вашей жизни, никуда не денешься от нее. Так устроен мир, поэтому в любом случае все от политики зависит. Поэтому где тебе жить, где тебе удобно, где неудобно, цены, конъюнктура цен и так далее, все зависит от политики. И учитывая, что у нас сейчас в мире одна система капиталистическая, хотя там, конечно, кричат, там некоторые, вот, Китай социалистический, да нет. Там капитализм,
Просто с вывеской социализма остался. Социализма уже нигде нет. Вот. А хотя мое глубокое убеждение, что социалистическая система самая лучшая в мире. Могу сказать это как свидетель, потому что я жил в соцсистеме. Я прожил в ней 15 лет, учитывая мой возраст. Поэтому я знаю, я прожил в самой великой стране, в самой лучшей стране. Конечно, сейчас будут мне там возражать, говорить, совок, туда-сюда, да что он там несет, да? Нет. Я просто приведу простой пример. В этой стране было бесплатное образование, шикарное образование, лучшее в мире. Раз. Бесплатная медицина, не самая плохая в мире. Два. И люди освобождались от главного. Они получали 20 лет нормальной жизни. Что я имею в виду? Я имею в виду, что сейчас вы молодым человеком, если у вас родители не обеспечили, берете ипотеку и 20 лет ее платите. А советская страна вас от этого освобождала. У всех было жилье, у всех была работа, у всех была пенсия. И в советском телевидении не выступала Малышева и не говорила, что надо работать до 90 лет, что старушки 90-летние бегут, прям несутся на работу, так хотят работать, прям не знаю. Ну, живя в Майами, имея особняки, можно об этом говорить, конечно. Вот, поэтому... Малышева куплена с ног до головы. Ну, неважно, куплено или нет, я просто говорю, что пенсионный возраст не поднимался в советское время, а наоборот опускался. Потому что люди же думали головой. У человека, ну, это вам любой биолог, наверное, скажет, или врач, разрушение нашего организма начинается с 40 лет. 40 лет – все. Гарантия, которую нам дал Создатель, создатели. Я придерживаюсь такой религии, что нас создали. Не создал один кто-то, Бог, Аллах, я не знаю. Я считаю, что нас создали. И вот создатели, которые нас создали, наш организм 40 лет. Вот вы покупаете телевизор в магазине. У вас есть гарантия на него, да? 2 года. После 2 лет телевизор, за него никто не отвечает, правильно? Угу. Так и с нашим организмом. После 40 лет начинаются необратимые процессы разрушения организма. И говорить о том, что в 90 лет старушки бегут работать, когда их организм разрушается с каждым днем, у кого-то меньше, у кого-то больше, но это идиотизм. А это где они бегут работать? Ну, Малышева спросите, что у меня В спрашиваете. каком месте такое? Откуда я знаю? Это Малышева знает, я не знаю. Да? Конечно. Я не знаю, я же не Малышева. Откуда я знаю? Я просто цитирую слова. Вот, поэтому, а советская страна, там было строго, да? 55-57. Все. И, кстати, это единственная страна в мире, где каждый год цены понижались, а не повышались. Но нам говорят, это плохо, это ужасно. Там начинают орать про репрессии, про миллионы загубленных жизней. А то, что сейчас люди погибают, миллионы. Везде. От голода, например. Почитайте статистику, сколько людей от голода умирают. Но никто же не говорит о голодоморе, да? А там вот проклятый Сталин всех морил голодом, сволочь. Видите как? Вот как работает пропаганда. Все очень просто. Даже не удосужившись изучить личность этого человека. Понять, какой он был человек, каких он был масштабов. Сталин? Да? Он был психопат. Нет, это неправильно. Это вам так представили. Да? Конечно. А кто представил? Его ближайшие сподвижники, которые хотели себя сделать беленькими, а его черненькими. Не, это я читала высказывание его дочери. Понятно. Понятно. Ну, конечно. Если тебе не дают, извини меня, сношаться со всеми подряд, с кроликами, свиньями и прочими другими, да? Угу. И хотят, чтобы ты была культурной, потому что ты дочь вождя, чтобы на тебя смотрят все, а ей хотелось гулять напропалую, конечно, назовет отца психопатом. Не-не, ну столько... Вранье. Все, что она говорит, наглая ложь. Да? То, что говорит Аллилуева, ложь. Наглючая ложь. Слушай, Сталин очень любил ее, между прочим. Очень любил. И сильно переживал, когда она гуляла, с кем попала. Просто почитайте ее биографию, с кем она встречалась, что она делала и так далее. Сталин хотел, чтобы ее дочь была, потому что все советские женщины смотрели на дочь вождя. И надо было соответствовать
Ну да. Я не думаю, что дочери Николая II и других императоров российских вот так, как Аллилуева, Мгм. простите меня, блядствовали. Да? Такого не было. На них смотрела вся страна. А потом, конечно, когда сбежала в Лондон, деньги платят, язык помело, и она несет всякую дрянь. Мгм. Понимаете? Мгм. У Сталина много было недостатков. Много. Но было очень много положительных вещей. Ну, а вот уничтожить такое количество людей. Понимаете, дело в том, что вот давайте так. Уничтожить количество людей. Я вам как историк могу сказать. История, она наука удивительная. Она может писаться как угодно. Мгм. Я не говорю, что никого не уничтожали. Это было. И скрывать это нельзя. Ну, могу сказать это как человек, непосредственно знающий эти вещи. Почему? Потому что мой прадед был первым заместителем начальника личной охраны Жданова, второго человека в стране. Его портрет до сих пор висит на Лубянке. Поэтому мой дедушка первый заместитель председателя КГБ СССР. Поэтому я знаю, что говорю. Да, были перегибы. Те люди, которые были в лагерях, многие из них были враги. Настоящие враги советской власти. Да? Но под этот маховик были перегибы. Да, на местах люди хотели выслужиться. Сажали, может быть, и невиновных. Я уверен, даже сажали невиновных. Но разве один Сталин в этом виноват? Почему-то люди, которые его в этом обвинили, в частности Хрущев, был первым секретарем Украины, Мгм. Советской Украины. И все же помнят его донесение. Товарищ Сталин, прошу мне увеличить квоту на расстрелы. И на 100 тысяч. Да. Хрущев об этом писал. Но Хрущев все свалил на Сталина, вынес его из мавзолея, тайком ночью захоронил и беленький пушистенький. А ты что делал в это время, спрашивается. Вот видите? Тоже психопат. Нет, почему психопат? Никто из них не был психопатом. Они были вполне разумные люди. Не, ну психопаты разумные, просто... Нет. Сталин никогда не был психопатом. Это выдумки его дочери. Сталин был очень мудрым политиком. Вот я вам простой пример приведу. Это из воспоминаний Жукова. Георгия Константиновича, маршала Победы. Мгм. Когда Сталин пригласил его к себе, он говорит: посмотри, на тебя ж доносы пишут. Посмотри. Вот сколько всего барахла. Вот посмотри, картины, шубы. Он говорит: Георгий, зачем тебе это барахло? Это Сталин ему говорит. Зачем? А потом отвечает ему еще добавок. Знаешь, говорит, почему мы белых победили в гражданской войне? Потому что они, говорит, хорошо одеваться научились, а воевать разучились. В барахле погрязли. Шикарно. И потом спросил его: кто твой отец? Он говорит: сапожник, товарищ Сталин. Он говорит: ты мой сапожник. 2 сына сапожника войну выиграли. У фельдмаршалов, у баронов, у маршалов. Он говорит: я шучу, конечно. Народ наш выиграл своим доверием к нам. Вот. Еще один пример приведу про Сталина. Вы, наверное, все знаете, кто такой актер Евгений Моргунов. Кавказская пленница, да? Да. Ведь он был слесарем на шарикоподшипниковом заводе. И молодой Женя Моргунов пришел к парторгу организации и сказал: хочу в искусство. А ему сказали: посмотри на свою рожу. Где ты, где искусство? Иди к станку и работай. И он написал письмо товарищу Сталину. Пишет вам Женя Моргунов: пустите меня в искусство. И Сталин прочитал и написал: пустить парня в искусство. А дети Сталина воевали на фронте? Воевали. Своего сына старшего нам Паульса не поменял. Сказал: я рядового на фельдмаршала не меняю. И его сын погиб. Второй сын летчик, Василий, воевал. И все дети министров, комиссаров, все воевали. А сейчас дети нынешних будут воевать? Нет. Они в Каннах, в Куршавелях, в Нью-Йорках, в Лондонах отдыхают. Вот и все.
Делайте выводы. Кто на что гораст. А назвать психопатом можно любого человека. Даже Гитлера. Даже Гитлер не был психопатом. Даже Гитлер был вполне разумным человеком. Да, злым гением, да, негодяем, но разумным. Ну, психопаты, они высокофункциональные психопаты, они разумные, просто без эмпатии. Вы ставите диагноз Сталину из слов его дочери. Нет, просто Вы видели его личную карточку? Медицинскую? Нет. Тогда не надо об этом говорить. Также можно назвать и вас. Просто так. Да? Ну, конечно, от балды. Вот взять и назвать. Так я же ничего такого плохого Ну, не а сделала. что плохого? Разве плохое делают только психопаты? Ну, в основном они, Нет, нет. Далеко нет. да. Шизофреники еще. Нет. Да? Далеко нет. Плохие вещи. Ну, хорошо, давайте возьмем мошенников. Ага. Мошенники что, психопаты? Часть из них, да. Нет. Это глубоко продуманные люди, которые знают заранее, что они делают. И что вы, мошенника назовете? Нет. Мошенник умнее любого из нас с вами в своих черных делах, схемах. Он там собаку съел. У него одно дело – наживо. Правильно? Угу. Но он делает вред людям? Делает. Он психопат? Нет. А Малышева что, психопатка? Нет. Она ведь знает, что говорит? Она знает, что несет пургу. Но она несет ее, потому что ей заплатили, чтобы она несла. Она и несет. Ну, хорошо. А вот, а вот такой вопрос. Вот человек высокодуховный, действительно, вот человек осознанный, он может вот таким заниматься? А что значит высокодуховный? Ну, вот есть люди... По вашему мнению, что значит высокодуховный? Высокодуховный, но вот высокодуховным людям не нужны законы. Нет, что такое высокодуховный, я не понимаю. Очень- Который ходит в церковь? Нет, А нет, что? нет, нет. Фильм такой «Берегись автомобиля» называется. Мгм. Там пастор в исполнении блестящего Доната Сабаниониса. Кстати, это единственный фильм, где он говорит своим голосом, между прочим. Никогда Банионис не говорил своим голосом, всегда переозвучивали. Мгм. И переозвучил его один актер, Демьяненко. Мгм. А вот, Донат Сабанионис говорил своим голосом, потому что у него был акцент. Да? И вот Макс Фактуновский, другой блестящий артист, говорит, ну что такое одними рублями? Машину продает ему, которую он украл. А Банионис говорит, ну это пожертвование, говорит, ему. Осталось немножко. Я же не спрашиваю, говорит, вас, откуда эта машина. Он говорит, я ее украл. Могу сказать, за что и у кого. А потом он говорит, вы говорит, пастор, вы верите в Бога? И Банионис отвечает, одни говорят, что Бог есть. Другие говорят, что его нет. Ни то и другое недоказуемо. Так и в ваших словах. Высокодуховно – это просто фраза. Она ничем не подкреплена. Я Понимаете? вот пример приведу. Поймите, людей высокодуховных нет. Как это? Нет. И я вам объясню почему. Потому что мы все движимы только одной страстью. Не знаю, читали ли вы рассказ, очень классный, советую почитать. И вашим зрителям тоже. Джека Лондона. Называется он «Морской волк». Ой, я читала, шикарно Да. в детстве. И там волк Ларсен говорит Хэмпри Ван Вейдену, говорит, посмотрите на них, Хэмп. Они, говорит, движутся, копошатся, чтобы жрать. И жрут, чтобы копошиться. Замкнутый круг. Тогда, говорит, какой смысл бессмертия, когда наша жизнь вот такой замкнутый круг? Поймите, вся жизнь человека – это материальные блага и нажива. Понимаете? Нажива и материальное благо. Наш единственный, наверное, Бог – это деньги. Понимаете? Но не каждый человек способен в этом признаться. Хорошо. И поэтому говорить о духовном, я думаю, не имеет смысла, учитывая, кто мы есть. А если я вот такой вопрос задам? Вот я жила в Московской области, в Москве 19 лет, и так тщательно наблюдала за людьми, и очень много среди богатых людей, которые имеют деньги, очень много несчастливых. Вот почему? Нету баланса, нету духовности? Понимаете, у каждого человека есть критерии счастья. Возьмем вот мою биографию, да? Мгм. Я приехал в Египет. Мгм.
стал тренером, хотя не планировал им быть М. шахматным тренером, да, поскольку у меня была очень такая значительная шахматная, ну, не прям там супер какая-то, но очень такая неплохая шахматная карьера в Туркменистане. Я был чемпионом страны среди студентов, то есть играл очень хорошо, потом бросил шахматы, считаю, что это глупость была с моей стороны. А бросил, знаете почему? Потому что понял, что не стану чемпионом мира. Вот и все. И это была ошибка. Это для меня звание только чемпион мира было крутое. То, что я был чемпионом страны, это была фигня. А то, что я вот хотел стать чемпионом мира. Вот. Потом я стал тренером. Тренером очень высокого уровня. Сейчас меня знают во многих странах, уважают. У меня есть, меня признают даже очень серьезные специалисты. Об этом говорят мои достижения. Тренерские, да? И вот вопрос. А что для меня счастье? А вот что для вас? Для меня счастье бывает разным. Мгм. И есть счастье в семейной жизни, есть счастье в карьере, когда ты добился чего-то большого, великого, значимого. Я считаю, что человек может быть счастливым только тогда, когда после смерти его будут помнить. Но только за хорошие дела. Это я считаю счастьем. Все остальное я считаю пустое. Мне очень жаль людей, которые... Это мое мнение. Я никому ни в коем случае не призываю, чтобы следовать моему мнению, но мне жаль тех людей, которые тратят свою очень короткую жизнь на всякие дрязги, на суды-пересуды, на разводы-переразводы, на охаивание своих бывших мужей и жен, на то, что там шлют проклятия, везде их там хают, ходят, с ними базарят, разбираются. Вот на это все тратят время, которое нам отпущено очень маленькое. Мне этих людей жаль, на самом деле. Потому что, вы знаете, есть такое выражение: Ленин жил и будет жить. А вы знаете почему? Потому что пройдет еще 100 лет, и Ленина будут помнить. Почему? Потому что он велик В чем? во всем. В Ленине сочеталось многое, и плохое, и хорошее. Нельзя его назвать только злым гением. Нельзя назвать, что он только плохой. Нет. Ленин велик в том плане, что он создал первое советское государство. Подчеркиваю, советское. Вы знаете, что такое слово советское? От какого слова оно происходит? Совет. Советы. Когда были советы. Угу. Советы. Советы народных депутатов. Посмотрите, какие были народные депутаты при Советском Союзе и какие сейчас. Кто был депутатом при СССР? Лучшие врачи, лучшие там работники образования, лучшие, которые висели на доске почета. Угу. А сейчас кто депутаты? Я опущу. Я не буду говорить, кто сейчас депутаты. Не хочу просто портить настроение всем людям. И я думаю, что люди сами знают, кто сейчас народные депутаты. Мне кажется, у вас и у меня одно и то же слово, поэтому... Так вот разница. Ленин велик. Понимаете? Велик. Ленин один из немногих людей, который раскрыл и, мало того, первый на практике воплотил идею марксизма. Маркс – гений. Вы просто почитайте Маркса, и вы найдете все ответы, что сейчас с вами происходит. Да, все да, ответы на вопросы в Марксе и в Энгельсе. Слушайте. Почитайте. У меня дома есть эти книги. Ведь там, да, они просто пылятся, никто их не читает. Почему? Потому что люди не понимают. Они сейчас задаются вопросом, почему вот нас гнобят вот эти вот маленькое отвратительное меньшинство, 10% людей на планете, гнобит 90%. Гнобит, уничтожает, вирусы им пускает, да что угодно делает. Все же знают, что ковид это искусственно все. Все это делают. Почему? 10% управляют 90% массой населения. Загоняют их в такую нищету, просто кошмар. Почему? Почитайте Маркса. Психопаты? Нет. Люди знают, что делают.
У них есть цель. Они ее выполняют. Какая цель? Какая цель? Сделать из людей баранов, как Вот. можно больше бессловесное стадо, Согласна. которое будет за еду рвать друг друга на части. Все. Согласна. И они этого добиваются. А начинается это все с детей. Вот смотрите. Очень многие родители совершают ошибки. Особенно эти родители, которые приезжают сюда. И я, например, приехав сюда, у меня не было еще школы своей. Я просто ездил по квартирам и тренировал детей. Такое было тоже в моей жизни. Ну, сейчас, понятно, сложно это представить. Все-таки тренер с таким большим именем, как у меня, Ну, и тренер такого опыта и с такими уже, скажем, большим багажом, трудно представить, что я этим занимался. Да? жизнь. Это было. Так вот, что я увидел? Я увидел очень много несчастных детей, которых привозят сюда с собой мамы после разводов, приезжают, к своему хабиби, скажем так. После развода с нашими мужчинами. Да, конечно. Приезжают с детьми, приезжают к хабиби. Это известное... Нет, я не против, чтобы приезжали к хабиби, ради бога. Это ваше дело. Нравится? Не нравится? Спи, моя красавица. Но вы же с собой привозите детей. Правильно? И я говорю то, что я видел. Я не говорю, что везде так. Но я видел это часто. Когда дети предоставлены сами себе. Мама занята любовью новой. А ребенок ходит по улице, носу ковыряет, кидает камушки в стекло. И тогда я понял, что нужно создать, по крайней мере, хотя бы школу шахматную. Потому что шахматы что делают? Они мобилизуют человека. А шахматы, трудно сказать, что шахматы игра дураков. Дурак не сможет в них играть. Это уже плюс. Второй плюс шахмат. Вам не грозит ни Альцгеймер, ни деменция, если вы играете в шахматы. До старости. Не грозит. Ни деменция, ни Альцгеймер. Не грозит. Это доказано уже. Память развивает, стратегическое мышление и так далее. Очень много всего развивает шахматы. И я понял, что вот я вам просто несколько примеров приведу из своей практики. Приходил я к ребенку домой. Сидит мама. Папа. Папа египтянин. У них ребенок совместный. Мама русская. Но вроде нормальные люди. Как вы говорите, не психопаты. На первый взгляд. Да? И поскольку я с одного места до другого нужно доехать, а у меня расписание было очень плотное. Я работал в школе, историю преподавал до обеда. Приходил, обедал и уезжал, и до самого вечера я работал. Вот так вот по квартирам. Тык-тык-тык-тык. Да? И вот мне папа говорит, вы могли бы чуть пораньше приезжать, видите, 10-15 минут. Я говорю, а в чем дело? Ваша жена же не работает, она вот сидит, ваш ребенок здесь, ему 11 лет. Он говорит, у меня просто работа, мне вот надо бежать туда. Я говорю, да бегите, вы мне не нужны. А потом я понял, он сидит и пасет свою жену, потому что у этого дебила в голове картина, что я пришел к его 11-летнему ребенку, дал ему задание, закрылся с его женой в спальне. То есть он судит о людях по себе. Я, разумеется, перестал с ними работать, я ушел. Я потерял деньги, да, но, простите меня, мое достоинство выше. И с таким бараном я не могу ничего. И таких случаев было много, разных. Я не буду сейчас всех их рассказывать, но это было, понимаете? И вот, о детях. Очень многие, опять-таки, когда уже я создал школу, когда у нас школа есть офлайн, вот академия, где вы сейчас находитесь, в моем рабочем кабинете, это офлайн. Это школа для Хургады. И есть школа онлайн. В 44 странах мира мы преподаем. У нас сейчас в районе 100 учеников. Это из всех стран мира. Здесь у нас 33 ученика в школе. Так вот, я, работая тренером, ко мне попадали очень много талантливых детей. Безумно талантливых. А вы знаете, кто их первый враг? Родители. Главный враг таланта – его родители. Почему? Потому что не способен ввиду каких-то своих факторов
оценить талант ребенка, правильно сделать вывод, направить его правильно, поддержать не может. У родителей какие-то другие фантазии. Вот хочу, у меня был мальчик, не буду называть его имени, очень талантливый, безумно, здесь, в Хургаде. Его папа сказал, хоть хочу быть, чтобы он был программистом, и все. Хоть ты тресни. А ребенок мог стать хорошим шахматистом. И в итоге он сейчас, да, поступил там в Бауманский, там, по-моему, в Москве, на матфак, да? Но он не стал ни программистом, ни шахматистом в итоге. Талант пропал. Да. И таких много. Был у меня ребенок в Турции, маленький, очень талантливый мальчик. Но мама, я могу сказать, что там развод, там папа неизвестно где, мама сумасбродная, кошмарная. В итоге ребенок пропал. Как шахматист. Не знаю, как он сейчас, как шахматист. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы родители хотя бы иногда слушали тренеров. Что им говорят. Я согласна. Хотя Хургада уникальный город. Возвращаясь к Хургаде, да? Могу сказать, что Хургада уникальный город. Знаете, какой я вывод сделал? В чем уникальность этого города? Я называю это город, который притягивает самозванцев. Есть очень много самозванцев. То есть есть люди, которые приезжают сюда и объявляют себя кем угодно. Гуру йоги, не знаю, самым лучшим врачом, который вылечит даже рак и СПИД, гением мануальной терапии, который вытащит вам зуб, не знаю, может быть, через анальный канал, ну, может быть, не знаю, ну, всяких людей сюда привлекает в Хургаду, вот таких вот людей. И понимаете, им ведь верят. Да и черт с ним, вы верили. Но таким людям, ладно, пошли вы там к этому мануальному терапевту, да? Помял он вам не то, что надо, поболело у вас тело, да? Поняли вы, что он потом, что он, а не терапевт, да? Но когда вы отдаете детей этим людям, и они из них что-то делают, лепят, вот такие самозванцы, что потом их приходится переделывать, когда вы понимаете это. Вот. И таких детей у меня было много, которых мне приходилось переделывать после самодельных тренеров, которые себя объявляли тренерами. Вот приехал и думает, вот как рассуждает в Хургаде. Приехал, чем бы мне заняться? Так, что я умею? Умею я в шашки играть? Умею. Вот и буду тренировать. И все. Ну, надо же еще все звания придумать. Звания, награды. Все придумал, написал, никто же не проверит. А почему? А надо бы посмотреть, понять, что за человек. Элементарно. Даже у людей есть рейтинги шахматные. Это просто заглянуть, смотреть, есть ли у человека рейтинг, нет. А? Вот. Это все доступно, да? Конечно. В Анталию, когда я приехал, там другое. Я приехал в Анталию, там большая конкуренция. Там азербайджанских тренеров много было. Угу. И мне нужно было доказать им, что я ровня им. И я доказал. Угу. Мало того, я там парочку турниров выиграл. Я как игрок доказал, как тренер доказал. Сложно было, но они меня приняли. Сразу меня не принимали. Кто такой? Знать не знаем. Приехал тут. Пришлось доказывать. И родители там капризные. Вот вы тренер, чего добились? Ага, давайте посмотрим. Если вы меня спросите, чего я добился, пожалуйста, вот у нас там потом снимите доска наших выдающихся учеников. У нас много их. Мы там повесили самых-самых, но у нас их много. Угу. Много детей, которые выиграли. Вот, пожалуйста, могу вам продемонстрировать. Это мой первый большой трофей, как тренера. Угу. Это кубок чемпионки Египта по шахматам до 8 Вау. лет. 19-й год. Шикарно. Сейчас эта девочка уже большая, она у нас занимается, ее зовут София. Класс. Она уже большая, она уже, может, чуть постарше моей дочери. Вот. А тогда она была маленькой. Вот, это первое. Мама принесла, сказала, пусть у вас хранится эта награда. Шикарно. Вот, то есть я могу показать, например, что мы достигли. Просто можно посмотреть
У нас есть сайт школы, там вся информация о детях правдивая, о тренерах. Смотрите, все открыто. Нет ничего придуманного. Да. А Хургада любит вот притягивать вот такое вот, извините меня, фуфло, которое приезжает сюда и гонит вот это фуфло другим людям в уши. Надо быть немножко выше этого. Надо немножко, понимать. Ладно, ты там сам попал таким, но детей отдавать таким людям нельзя. Понимаете? Вот тоже Согласна. проблема с Хургадой такая. Да. Но тут, да, специфическая такая энергетика. Например, в шахматах, перебью вас, в шахматах мы эту проблему практически пресекли. Не может теперь в Хургаде объявиться самодельный тренер. Не может. Потому что есть мы, и мы не дадим ему это сделать. Мы просто съедим его с потрохами. Вот и все. Но они в другую область пойдут. Неважно. Мое дело, я отвечаю за шахматы. Да. Шахматы я огородил от этого Угу. явления. В Хургаде этого не будет больше. Потому что есть академия, раз. Кроме того, вот вы спрашивали про цели. Да? Хорошим тренером, вы знаете, я с детства, у меня такое было, я все время думал, что я рожден для чего-то большего, чем я получил от жизни. И я все время хотел что-то кому-то доказать. Сначала это было так. А потом я понял, что это мое призвание. Да, наверное, скорее всего, жизнь моя сложилась бы по-другому, если бы я стал актером. Я всегда мечтал быть актером, и я стал бы им, наверное, но судьба распорядилась иначе. То есть, когда я закончил школу, я подал документы на Институт искусств, на актерское отделение в Ашхабаде. А мне сказали, за месяц до закрытия окна подачи документов, мне сказали, забирать документы, у нас все обучение теперь на туркменском языке введено было. А вы не знаете туркменский язык. Я говорю, а как же я могу его знать, когда, извините меня, я заканчивал 10 класс, а в этот момент его ввели только туркменский язык в школе. Я же как мог его знать-то? Это разве моя вина? Нам, говорит, все равно. Забирать документы и валить отсюда. Я забрал документы, что дело было? Либо идти в армию, либо попробовать куда-то поступить. И я подал документы на факультет, в котором у меня в школе была твердая пятерка, твердейшая. И у меня даже не было времени подготовиться. На исторический факультет. Шикарно. И поступил. Шикарно. Да, вот такие были советские знания. А все говорят, Советский Союз, Совдепия, там, Совок. Вот вам пример. Я ни хрена не готовился и поступил на истфак. Шикарно. Вот. Слушайте, это сильно. Потом я перевелся на факультет востоковедения, на курс ниже. Вау. Во втором курсе. Слушайте, Константин, может быть, мы сделаем еще одно видео на тему востоковедения? Это сложная тема. Сложная, да? Востоковедение – это политика. Политика, да? Это профессиональные политики. Жириновский востоковед. Да? Да, только он тюрколог. Со знанием турецкого языка, а я с арабского. Слушай, У нас с ним одна специальность. Да вы что? Конечно. У меня такое ощущение, вот скажите мне, пожалуйста, вот Жириновский, он это делал как-то, он актер был? Он Конечно. Это делал, то есть он это специально делал? Конечно. Он нет, как актер. Он актер, он блестяще сыграл свою роль, но он провидец. Все, что он предсказывал, же сбылось. А теперь... Или вы скажете, что нет? Не, теперь... Вы возьмите в интернете его предсказания, они все сбылись. А теперь другой вопрос. Да. Сразу. Вот то, что он предсказал, может быть, где-то там было написано, он знал просто? Нет, он просто хороший политик. А, да? Его хорошо учили в университете, вот и все. Я тоже, я практически, не один в один, но очень многие вещи я предсказывал тоже. Я сказал, что, я знал, что будет война в России с одной из стран бывшего СССР. Будет. Не будем, это очень сложные дебри, да, но это, слушайте, понимаете, чему нас учили? Нас учили на факультете, мало того, что мы знания давали, еще нас учили, как устроена политика. Политика – это особая вещь. Политиком сложно стать. Это нужно, чтобы в тебе сошлось очень много вещей. Понимаете, очень сложно врать и самому в это верить. Все политики врут и верят в то, что говорят. Так это шизофрения. Нет, это их образ жизни. Вы знаете, когда Петр I поехал с великим посольством, знаете, да? Он под видом
какого-то крестьянина поехал в Европу, инкогнито, Мгм. да? Мгм. Чтобы понять, как-то обучиться, понять, туда-сюда. И потом, когда он уже все эти баловства закончился его, он уже раскрыл свою личность, он, значит, побывал в разных домах Европы. И он увидел людей, которые говорят ему, он вышел, делают другое. И Петр говорит, как же так? А ему говорит, это политик, герр Питер. Мгм. И вот тогда Петр впервые увидел, что такое политик. Врать, то есть вранье, как образ жизни, как образ мышления. То есть врать, а потом сказать, вы меня неправильно поняли, вырвали из контекста мою фразу, да? Так это же диагноз. Нет, это образ жизни человека. Но я имею в виду, что человек здоровый так не Ну, может. хорошо, если вам так удобно, можете считать, что нами управляют психопаты. Везде, Согласна. по всему миру. Вот. Хорошо, а мы тогда кто? Когда позволяем управлять психопатом над собой. Мы кто? Еще Несчастные. больше психопаты. Это полные придурки, да? Раз мы так дозволяем это делать. Вот вы просто, знаете, любой человек должен задуматься. Я вот задумался, знаете, я в университете задавал очень много неудобных вопросов преподавателям. Вот я вам приведу пример. Вопрос. Я сказал, депутаты кто? Спросил. Они слуги народа? Он говорит, да. Я говорю, почему народ, он как бы является господином, а депутат слуга. Но слуга живет лучше, чем господин. Как-то странно, правда? Ага. У слуги есть привилегия, а у господина нет. Второй вопрос. Этому же преподавателю я задал. Катар, насколько я помню, 5-е место в мире по запасам природного газа. А Туркменистан 4-е. Население, в Катаре меньше чуть-чуть. Ну, как чуть-чуть, там сколько, около 3 миллионов, по-моему, населения сейчас. Не помню точно, не буду врать. На тот момент было в 2 раза меньше населения. Но все они живут не работая, миллионеры. Ну, у всех есть деньги. Государство их содержит полностью, катарцев. А я говорю, мы 4-е место в мире живем за чертой бедности. Угу. И он ответил мне, еще пару таких вопросов, и мы с вами домой не попадаем. Угу. Все. Вот весь ответ на мои вопросы. Ну, так вы тогда правильно сказали, людей выгодно держать в бедстве, в тупости. Понимаете, есть 2 системы. Капитализм и социализм. Коммунизм я опускаю. Эта система, она эфемерная. То есть, что такое коммунизм? Коммунизм – это выдумка. Выдумка. Это, ну, если хотите, утопия на данный момент. Но социализм и капитализм – это очень хорошая, это системы, которые они есть, их можно хорошо обсудить, их можно сравнить. Социализм – это система, где предусмотрено одно, на что люди не обращают внимания. И забыли про это. Что государство несет ответственность за своих граждан. Угу. Скажите, в советское время оно несло ответственность за своих граждан? Да. Конечно. Да, не всегда так, как хотелось бы, но несло. Угу. Да? Да. А капиталистической системе? В этой системе не предусмотрена ответственность государства за своих граждан. Вот и все. Кроме того, капиталистическая система, она устроена так, что постоянное повышение цен – это как вливание крови, новая свежая кровь в систему. Угу. Если вы не будете повышать цены, система не будет жить. И ее кровь – это постоянное повышение цен. Раз. Второе. Самое главное, что люди забывают и не хотят об этом знать. Гонят от себя эту мысль, если даже знают. Капиталистическая система – это Маркс сказал, не я. Так что не надо меня таким гением считать. Я просто читал Маркса. И Маркс сказал, что капиталистическая система нуждается в перезагрузке. То есть она доходит до своего пика, и ей нужно обновление. Угу. А обновление – это в виде мировой войны. Обновление – это значит разрушение материальной базы, чтобы она снова могла перезапуститься. Значит, что? Вторая мировая не последняя война. Она еще будет. Конечно. Конечно, потому что это смысл капиталистической системы. Я думаю, скоро начнется. Я не боюсь это утверждать.
Я не могу сказать, что скоро, но она будет, и наша с вами надежда, больше ничего у нас нет, мы ни на что не влияем, Ага. не оказаться в это время. Вовремя кони двинуть. Ну, может быть, мы будем жить в Египте, и тут не будет войны? Мировая война, она на то и мировая, что затрагивает многие страны. Ведь Египет тоже был частью мировой войны. Вспомните, Ну, может быть... англичане с немцами здесь воевали. Но... Так вот, единственный выход у людей – отказаться от кап-системы. Мгм. И все. И не будет мировых войн. Шикарно. А зачем они нужны? С чего начать надо? Социалистическую систему не надо перезагружать. Она и так работает. Шикарно. Единственное, что нужно, чтобы соцсистемой управляли умные люди. К сожалению, в советское время, в позднее советское время, уже начиная после Брежнева, этой системой управляли дураки. Не только дураки, еще и предатели откровенные, которые были куплены на Западе, чтобы просто развалить страну, развалить систему. Но это долгая история, это вы можете посмотреть в телевизоре, этого полно, не буду повторяться. Что вы думаете о Горбачеве? Человек, что думаю? Могу простой пример привести. Не по сеньке шапка. Есть такая поговорка. Не по сеньке шапка. Вот все, что я о нем думаю. Обычный посредственный советский чиновник, который оказался на вершине путем интриг, который делал, не понимая, что делает. Это касается перестройки. А то, что он распродавал страну, это факт. Это не мои слова. Этому есть доказательства. Что он продавал страну, и, кстати, вместе с ним ездили первое время КГБшники, чтобы Михаил Сергеевич не торговал Родиной. Да, это тоже факт. Это в интернет-ресурсах доступно. Угу. Так что, ну что могу сказать? Посредственность, который... Единственное, что он не учел, могу закончить тему Горбачева, что он не ожидал появления Ельцина. То есть его задача была максимум расшатать страну, сделать ее слабой, Серьезно? убогой, сделать ее сырьевым придатком Запада, чтобы качали ресурсы, все выкачивали. Но при этом оставаться президентом, так называемым, да? А появился Ельцин, который тесно стал от Кремля. Вот и выкинул его, развалив страну. Просто. Угу. И все. Это по поводу Горбачева. Да. А что касается шахмат, поскольку мой род деятельности шахматы, все-таки, а не политика. Я понимаю, что вас политика больше интересует. Могу сказать, например, чего мы достигли вот за 2 года. Например. Нет, так это вы представляете, вот кто-то придет к вам играть в шахматы, и с вами можно беседовать на такую тему. Это же вы где такого шахматиста? Ну, можно, если у меня будет настроение. Ну, это... Я не со всеми так беседую. Да. Понятно. Смотрите, что мы добились Вот я добился как шахматист, какие задачи я поставил себе. Угу. Приехав в Хургаду, я увидел, были шахматисты в Хургаде, они сейчас есть, сидят в кафешках, курят шишу и играют в шахматы. Я посмотрел на это, мне это казалось дикостью. Но поскольку негде было играть, я играл с ними, но потом у меня стали зарождаться идеи о создании большого шахматного сообщества в Хургаде. Почему? Вы знаете, Египет устроен очень удивительно. Здесь все на севере, все в Каире и в Александрии. Больше нигде ничего нет. Все мертвое. То есть шахматы мертвы. Только в этих городах они живы, а в основном все. И тогда я поставил перед собой задачу сделать шахматы, чтобы шахматное сообщество было большим, крутым в провинции Красное море. Эта идея у меня тогда еще была, но когда я уехал в Турцию, она ушла на второй план. Почему? Потому что я поменял место жительства, и но потом эта идея снова, она не давала мне покоя, она снова ко мне вернулась. Мне помогли один единомышленник, один тренер азербайджанец из Турции и один такой достаточно богатый человек, непростой, племянник Филатова, олигарха российского.
он же является, этот олигарх является президентом Российской шахматной федерации. Его племянник дал нам немного денег на организацию турнира в Хургаде. И мы решили создать турнир, который называется Хургада Open. Сейчас, 28 января, в Хургаде, в Валдау, пройдет 4-й международный шахматный турнир в Хургаде. Так вот, на первый турнир пришли эти самые египтяне, которые со мной в кафе играли. Да. Да. Класс. И знаете, один из них сказал очень классную фразу. Сказал, когда ты нам все это говорил, что это будет, мы думали, ты сумасшедший. Псих. Но когда мы видим это сейчас, мы уже совсем по-другому думаем. Раньше в Хургаде было 20-22 шахматиста. Сейчас их больше сотни. Шикарно. Ну, я приду. Это без детей. Я приду снимать вас всех. Это без детей. Я вам покажу сейчас одно видео. Очень Супер. интересное. Можете направить камеру, посмотреть. Удивительное видео. Посмотрите. في شطرنج كل قطعة ليها دور О, فيها برضه بس ممكن أي قطعة Смотрите. تغير اللعب супер. المشكلة إن إحنا ساعات بنستعجل النقلة ده بنفرح بالخطوة О, وننسى اللي بعدها فنخسر كل حاجة زي الدنيا بالظبط الشطرنج بيعلمك шикарно. Его зовут Саид, он кальянщик. Мгм. Кальянщик стал шахматным блогером. Да вы что? Обычный кальянщик стал шахматным блогером. Ну, шикарно. Конечно. И вот я горжусь тем, что в этом моя заслуга. Ну, все. Какого... То есть сейчас есть турнир, Ага. после него все заболели шахматами. Сейчас почти каждый месяц проходят турниры по быстрым шахматам. Рапиды так называемые. Вот недавно проходил турнир в Family центре в Дахаре. Знаете, Family пляж? Да. Там проходил турнир, в котором ваш покорный слуга занял 2-е место. Вот. Все 3 места заняли россияне. Выиграли россияне. Все 3 первых места. Играло около 100 человек. 2 января, где-то вот, я вам потом могу написать, как, я пока не знаю точно это место, будет проходить еще один шахматный турнир, тоже рапид, и тоже будет не меньше 100 человек. То есть сейчас в Хургаде турниры проводятся постоянно. Почему? Потому что Хургада Open, этот огромный большой турнир международный, куда приезжают иностранные шахматисты разного уровня, он дал толчок к развитию шахмат в Красном море. Но это не нравится шахматной федерации Египта. Они враждуют с нами. Тихо враждуют. Подляны нам делают. Гадости делают. Министерство спорта нас поддерживает. А Федерация шахмат Египта против нас. Почему? Потому что хотят быть у кормушки. Хотят быть там. Денежек хотят. А мы им не даем. А зачем? Кто не работает, тот не ест. Есть такая поговорка? В Египте 105 миллионов населения. Да. Всем хватит. Нет, ошибаетесь. Вы знаете, шахматные федерации, не только Египта, во всем мире, во всех странах, они так устроены. Ими управляют люди, которые к шахматам не имеют никакого отношения. Мгм. Это случайные посторонние люди, Так бывает часто. которые губят шахматы на корню. Но это рыба ведь гниет с головы. Есть ФИДЕ, Международная шахматная федерация, в которой тоже сидят люди, которые мало имеют отношение к шахматам. Это где они, ФИДЕ? У них в Швейцарии у них штаб-квартира. М. А президентом является Дворкович. А кто он такой Дворкович? Это человек, который проворовался в правительстве РФ. Его выкинули и дали золотой парашют. Мгм. Сделали президентом ФИДЕ. Этот человек управляет шахматами. И ФИДЕ расплодила свои маленькие копии во всех странах, которые мешают шахматистам развиваться. Даже вот так? Конечно. Конечно. Вот я вам простой пример приведу. Мы получили разрешение от Министерства спорта на проведение шахматного турнира Хургада Open. Мы должны получать такое разрешение. Мы его получили. М. Мало того, мы находимся в календаре ФИДЕ. Шикарно. В календаре Федерации шахмат Египта. И когда наш турнир проходит, на территории Египта не должен организовываться ни один турнир.
под эгидой Федерации шахмат Египта. А они месяц назад проводили чемпионат Египта по быстрым шахматам 25 года. По идее, в это же время, в ноябре, должен проходить такой же чемпионат 26 года. А они делают его через 2 месяца после этого чемпионата. Снова. Потому что делают его в те даты, когда проводим мы свой турнир. Чтобы часть людей к нам не приехала. Маленькая, но гадость. Когда мы в сентябре проводили турнир Хургада Open номер 3, они решили провести чемпионат Египта по классике. Хотя у них в календаре стоит зима, январь. А поскольку мы проводим в сентябре, и они провели в сентябре, чтобы оттянуть людей от нашего турнира. Вот чем занимается Египетская шахматная федерация. К сожалению. Министерство спорта нас поддерживает, и мы очень благодарны им за это. Но вот эта организация не выдерживает никакой критики. И причем вы возьмите любого шахматиста в Египте, и никто из них не скажет вам ничего хорошего о своей шахматной федерации. Денег нет, турниры без призов, без ничего, а с людей деньги хотят тянуть. Вот они в прошлом году пытались ввести такую повинность за право играть в шахматы. То есть каждый шахматист в Египте должен был заплатить 400 фунтов в год за право играть в шахматы и получить такую карнешечку. Это что? Египтяне сбунтовались, и они отменили свое решение, потому что никто платить не стал. Египтяне сказали, пусть не будет ни одного турнира у нас, но платить мы не будем. Вот вам налицо консолидация людей вместе. Люди все приняли решение не платить и не заплатили. И в итоге эта жульническая организация отменила свое решение. Вот, пожалуйста. Ну, молодцы. Да. Слушайте, но столько еще интересного с вами можно обсудить. Я хочу, что самое главное сказать. Я хочу сказать самое главное то, что если каждый будет заниматься своим делом, но профессионально, то тогда человечество очень сильно поменяется. Согласна. Но, к сожалению, у нас сейчас, особенно с учетом развития интернета, появилось очень много разных там блогеров, инстасамок и так далее. Короче, там чего только нет, понимаете? Например, чтобы вы понимали, я не пользуюсь Инстаграмом. Потому что мое мнение не очень хорошее о пользователях Инстаграма. В целом. Поэтому я им не пользуюсь. Я очень редко пользуюсь Фейсбуком. Только когда мне что-то нужно для моей работы. Уже до чего дошло, что я уже перестал пользоваться Ютубом. Потому что он тоже превращается в помойку. В помойку, куда можно вбрасывать один мусор, а другой мусор нельзя. Идеологически не подходит. Понимаете? Вот сейчас вот это происходит. И я, например, стараюсь так. Вот шахматы. Я стараюсь все делать профессионально и хорошо. То есть у нас есть созданный турнир, у нас уже огромное сообщество шахматистов. И сейчас уже постепенно, поверьте мне, лет 5-7 пройдет, может быть 10. Хургада будет практически равна Каиру и Александрии по количеству шахматистов и по количеству турниров и так далее. Мы идем к этому. То есть Хургада сейчас плотно удерживает за собой 3-е место в Египте по количеству шахматистов, по количеству турниров. Но по призовым на турнирах мы первые. Наш турнир на данный момент, он постоянный. Хочу огромное спасибо сказать спонсору нашего турнира, Хуаде Руслану Ахметовичу, который на свои собственные деньги поддерживает, помогает египетским шахматам. Шикарно. Понимаете? Живя в Краснодарском крае. Он приедет сюда, он постоянно приезжает на турнир. Он будет, вы можете его тоже увидеть, можете интервью у него взять, пожалуйста, он вам даст. Он человек публичный. И призовые у нас сейчас, чтобы вы понимали, самые большие в Египте. Первое место $1000. Это на минуточку почти 50 000 фунтов.
За неделю человек может заработать 50 тысяч фунтов. Учитывая, что в Египте зарплата 5 тысяч в среднем. Это огромные деньги. Это зарплата за весь год. Представляете? И это может заработать за неделю. Вот девочка у нас занималась, Жанна. Занимается Жанна. Она выиграла женскую категорию в сентябре. Заработал ребенок $80. Это ее личные деньги. Она их заработала. Молодец. Выиграла женскую категорию. То есть у нас, слава богу, что в шахматах детей поощряют не только медалями и грамотами, но и деньгами. Правильно, Потому что правильно. без денег никуда не денешься. Кругом капитализм и профессиональный спорт. И уже никто не будет играть за идею. Это Правильно. никому не надо. Ну да, да, да. Поэтому, ну что могу сказать, обратившись к вашим зрителям. Приходите, приводите своих детей, посмотрите, как у нас работает академия, какие у нас преподаватели. 2 января, да? 2 января будет турнир Ага. «Рапид». Он идет один день. Мгм. Вот. Я там тоже буду играть. Мгм. Вот. А наш турнир Хургада Open 28 числа. Декабря, Нет, января. января. По 5 февраля. Приедет, по-моему, будет играть, по моим подсчетам, примерно около 40 иностранцев. 40 иностранных шахматистов будут участвовать в этом турнире. Вот. Так что приводите детей заниматься к нам в академию. У нас хорошие преподаватели. Шикарно. Поэтому мы работаем, по крайней мере, моя задача сделать, чтобы Хургада стала шахматным центром в Египте, таким же, как Каир и Александрия. Вы можете, например, меня спросить, почему они делают это на родине. Резонный вопрос. Мгм. А на родине мне работать не дали. Да. Да. Это Там где лучше- именно? В Туркменистане. Там лучше пусть ничего не будет. Но работать не дадут. Не дали. Почему? Вопрос к их чиновникам. Чиновники, Да? а ну быстро ответьте. Чиновники не дали работать. И я понял. Ну, раз мне не дают работать на своей родине, то я буду работать в мире. В той стране, где мне дадут работать. Здесь мне, слава богу, работать дают. Работа идет. Прогресс очевиден. За 2 года из 20 шахматистов более 100. Это за 2 года произошло. И в этом году, 25-м, да, было проведено 3 тура. Если взять Хургаду Open, посчитать, 2 классики, 2 классических турнира, 5 рапидов было проведено и 2 блиц-турнира. Это все в Хургаде за один 25-й год. Понимаете? Да. И это очень большое достижение, если учесть, что 2 года назад здесь вообще не проводилось никаких турниров. И духу их не было. И все сидели, вот Саид. Видите? А сидел, курил кальян. Кто его знал? А сейчас он шахматный блогер. Нашел себя человек. Видите, как здорово? Да, да, действительно. И я считаю, что не только мой, это вклад всей моей команды. И директора нашей школы, моего ученика бывшего Юсифа Рифата, он пришел ко мне 14-летним мальчиком, а сейчас он директор академии, он директор Хургада Open, он тренер с 4-летним стажем работы, преподает и на английском, и на русском. Габр Мохсен приехал сюда из Загазика, живет здесь. Мастер Фиде, известный шахматист в Египте, тренер нашей академии. Максим Буров приехал сюда, тренировал. Я взял его к себе на работу, увидел в нем дарование. Взял его работать. Прекрасно работает тренером и здесь, и в онлайне. Мистер Хайсем живет в Дахаре, тоже у нас тренирует. У него тоже достаточно много учеников и в Дахаре тоже, и у нас здесь. То есть у нас идет работа, системная работа. Мы не ходим, не пиаримся где-то, не говорим я, там еще кто-то там, как Сколько? любят. А мы работаем. Сколько у вас стоит месячное посещение? Ну, сейчас вот с января у нас будет небольшое поднятие, групповое 200 фунтов за один урок, а индивидуально 400. То есть не так дорого. Вполне можно. Но это для Хургады, чтобы вы понимали. В онлайне на совсем другие цены.
Мы работаем с США, с Европой. Слушайте, ну шикарно. Тогда на сегодня все. Спасибо вам большое Не за за что. такой интересный рассказ, который включал и политику, и историю, и шахматы. Ну, политика не самая приятная тема для Ну да, разговоров, да, если да. честно, но Ну да. она в нашей жизни есть. Но мне было интересно. Никуда не денешься, она в нашей жизни есть. Приходится ее Ну. затрагивать. Так, ну ваши координаты оставлю под видео. А мы с вами еще встретимся, правда же? Хорошо. Вот. Всего доброго. До свидания. Вот, значит, наша академия. Вот наши выдающиеся дети. Вот Шикарно. экран. Здесь компьютер. С компьютера выводят позицию на экран. Мгм. И детям удобно видеть все Да, да, да. интерактивно. То есть вот так пока. Здорово. Все это мы сделали за собственные деньги. У нас нет спонсоров. То есть Мгм. у Академии, в отличие от турнира Хургада Open, спонсоров нет. Мгм. Это все за собственные деньги мы сделали. Мгм. Вот. Ну, как-то так.